Во вселенной Warcraft существует множество фракций. С одними мы сражаемся бок о бок, с другими ведем войны. Многие фракции давно забыты игроками, хотя когда-то они могли играть большую роль в сюжете. В этом ролике я расскажу о нескольких малоизвестных фракциях Warcraft, каждая из которых имеет свою интересную предысторию. Эти фракции сейчас не требуют гринда репутации, а их прошлое раскрывается через редкие квесты или даже элементы окружения. Но от этого они не становятся менее любопытными. Эфириалы – одна из самых таинственных, странных и непонятных рас Варкрафта. Мы немногое знаем о их сущности и еще меньше знаем, какими эфириалы были до того, как превратились в полуоблачных существ, которые обвязаны бинтами и тканями. История этой фракции весьма трагична. Когда-то эфириалы были обитателями одной планеты – Кареш. Планета была засушливой, но вполне себе пригодной для жизни. Эфириалы процветали. Однако на все это счастье обрушился Пространствус Всепоглощающий. Это был лорд бездны, который намеревался уничтожить Кареш. Мы мало что знаем о лордах бездны, о их мотивах и даже о том, как они нашли мир эфириалов. Пространствус Всепоглощающий открыл множество порталов в бездну, а планету начала окутывать тьма. Выжившие, согласно упоминаниям в лоре, попытались сопротивляться и даже строить огромные магические куполы, чтобы защититься от потока темной энергии, но это лишь отсрочило неизбежное – тотальное падение целой цивилизации. Те, кто смог уцелеть, утратили свои физические формы, а чтобы хоть как-то сохранить очертания самих себя, эфириалы начали обматываться бинтами и тканями. В больших количествах мы встречали эфириалов в Burning Crusade во время странствий по Запределью. Была сформирована целая фракция – Эфириум. Их цель – найти и уничтожить того, кто разрушил их родной дом – Лорда Бездны. Месть стала их оружием и главной целью. Иногда в погоне за местью они заходили слишком далеко, что превращалось в попытки обуздать саму бездну. Было еще несколько фракций эфириалов, которые даже были готовы торговать с игроками и предлагать свои обширные магические знания. Игроки достаточно давно и долго обсуждают то, когда мы сможем увидеть родной мир эфириалов и каким он стал. Люди рисуют или описывают достаточно обширные концепты, а один игрок под ником Quasi Wave даже нарисовал концепт-карту того, как бы мог выглядеть и работать Кареш, а также расписал объемную историю каждой локации и потенциальных сюжетных линий, которые могут там развиваться. Одна из зон, к примеру, могла менять свой окрас светлого на темный в зависимости от усилий игроков. Если игроки вкладывались в свет, то это открывало доступ в одно место, один рейд, если в бездну, то в другой. Короче говоря, желающих больше окунуться в мир эфириалов предостаточно. С лордом бездны, который уничтожил Кареш, мы могли встретиться в Burning Crusade. Мы узнали, что Кареш был не единственным миром, который он попытался разрушить. Однако Наару, существу света, удалось ценой своей силы остановить Пожирателя от уничтожения еще одной планеты. Пожиратель стал одним из боссов зон Запределья. Для его убийства была собрана небольшая группа эфириалов, а также доблестные авантюристы. Возможно, из-за скромности всей этой битвы игроки могли слабо прочувствовать, каким монстром была эта сущность. Не удивлюсь, если многие даже не помнят, что Пространствус вообще существовал. Хоть эфириалы смогли отомстить за уничтожение мира, это не помогло ни вернуть их родной дом, ни обрести спокойствие. Мы встречали эфириалов практически в каждом дополнении к игре. Зачастую они играли маленькую второстепенную роль в виде торговцев или реже малозначительных квестодателей. В последних дополнениях их роль расширилась. В Легионе и Битве за Азерот мы встречали Стражей Тьмы, фракцию эфириалов, которые слишком сильно и много заигрывали с бездной. А в The Варвизине стало известно, что они помогали Ксалатат и способствовали нахождению артефакта под названием Темное Сердце. Хоть их роль кажется малозначительной в истории Азерота, я думаю, мы еще не раз услышим о этой расе, особенно в контексте бездны. А возможно, когда-нибудь нам действительно удастся посетить то место, которое когда-то являлось их родным домом, о чем мечтают фанаты уже много лет. Сумеречный лес переживает не лучшие свои годы. Это некогда цветущее место было сильно испорчено после того, как Медивh сделал огромный выброс скверны. Это превратило яркую локацию, которая напоминала Элвинский лес, в мертвое умирающее место. А когда пришла плеть, дело усугубилось еще сильнее. Нежить начала захватывать места, которые были домом для обитателей Сумеречного леса. Согласно Warcraft RPG, население этой локации составляет всего 5000.
Причем людьми из этих 5000 является только 3. Остальное приходится на огров, дворфов, эльфов и андедов. Самый крупный город, Даркшир, может похвастаться скромным населением в 3500. По меркам нашего мира эту столицу едва ли можно было бы назвать городом. Остальные поселения этой зоны были захвачены или уничтожены. Естественно, жители Сумеречного леса просили Альянс прислать помощь, чтобы отбиваться от воргинов, которые обосновались в этой локации, нежити, огров и многих других неприятностей. Однако Альянс, можно сказать, бросил своих людей. Предательство внутри Альянса во времена Ванил заставило вывести войска из этой зоны, что вызвало гнев среди жителей. Даже мэр Даркшира высказал свое недовольство. Он написал угрожающее письмо королю. «У нас мало надежды, если вы не пришлете нам помощь. Нежить одолевает наших разведчиков. Наш скот не растет. Ни одна беременность, человеческая, эльфийская или дворфийская, не была доведена до срока за 2 года. Альянс бросил наших жителей на подпитку сил нежитью. Если наши мольбы останутся неуслышанными, я могу лишь молиться о том, что после того, как я стану нежитью, я поведу армию смерти против Штормграда, чтобы вы знали, с каким ужасом мы живем каждый день». Чтобы хоть как-то защищать локацию, жители Сумеречного леса решили создать ополчение – Ночной дозор. Это единственная опора, которая не позволяет людям пасть. Ночной дозор следит за порядком, уничтожает плеть и борется с многочисленными врагами. Не стоит думать, что нежить даже после Третьей войны является малозначительной угрозой, нет. В манге по Варкрафту описывалось, как Ночному дозору приходилось отбивать атаки нежити и спасать людей. Там раскрывалась история 2 сестер, которые разделились где-то в момент Третьей войны. Одна воспитывалась дворфами, другая эльфами. Когда им удалось воссоединиться, они желали отыскать свой родной дом и встретиться с матерью. Дом находился в Сумеречном лесу. Они вместе отправились искать, где же их мать. Однако вместо теплого и уютного дома они наткнулись на полчища нежити и руины. Только ночные дозорные помогли им отбиться. Позже, вместе с дозорными, они обнаружили, что целая отара плети, среди которой как раз находилась их уже мертвая мать, направляется в сторону Даркшира. Сестрам пришлось убить свою мать, а дозорным готовится отбивать новую волну нежити. В катаклизме количество проблем в Сумеречном лесу только увеличилось. Ко всему прочему, локацию начал терроризировать Сумеречный молот, который пытался вербовать горожан в свои ряды. Альянс, даже после того, как внутренний заговор был давным-давно раскрыт, а Вариан Рин вернулся на престол, снова пожалел войска на защиту Сумеречного леса. В одном из заданий упоминалось, что Альянс не смог выделить ни одного воина для защиты зоны. Но в качестве альтернативы Штормград послал игроков разбираться с проблемами этой локации. В Танарисе развивается история пиратов, предательства и воды. Примерно во время Третьей войны, когда отдельные экспедиции людей вынужденно отправлялись на давно забытый континент, Калимдор, появилась группа пиратов. Эти пираты почувствовали возможность и решили отправиться покорять и грабить новый континент. Однако их поджидала большая ирония судьбы. Вскоре прибыли еще более могущественные пираты, которые вступили с ними в сражение и украли несколько кораблей. А тех, кто выжил, они решили высадить на произвол судьбы в пустынный Танарис. Пираты, лишившись кораблей, снабжения и даже надежды на жизнь, были вынуждены осваиваться в пустыне по-новому. Пустыня – место небогатое. Тут нет золотых гор, больших городов, развитой торговли. Тогда что же является самым дорогим ресурсом в пустыне? Правильно, вода. Пираты, прозвавшие себя скитальцами пустыни, начали захватывать немногочисленные источники воды. Они бродили по всей пустыне и брали под свой контроль скважины и склады с водой. Некоторое время назад в Танарисе была организована водная компания Прибамбаска. Эта группа гоблинов занималась поиском и сбором свежей воды. Несмотря на то, что количество пиратов исчисляется несколькими сотнями, они наводят шороха в зоне куда больше, чем может показаться. Если верить слухам, которые мы могли узнать из книг по Warcraft RPG, пираты не только убивали и отбирали воду, они очищают тела умерших, чтобы выкачать из них всю жидкость и использовать ее для собственных нужд. Катаклизм, который нанес существенный урон по Танариусу, не смог уничтожить пиратов. Они по-прежнему оставались грозной силой, которая расширяла свое влияние и занималась террором уже не только пустынного Танариса, а и соседнего Ульдума. Они смогли создать или захватить несколько аванпостов в локации, а также
умудрялись грабить караваны исследователей, которые пытались разгадать тайны старого Ульдума. К моменту битвы за Азерот фракция начала отходить от пиратства и злодейства. В финальном патче 8.3, когда игроки сталкивались с проявлениями темных богов в Ульдуме, бывшие пираты стали куда более дружелюбной фракцией. Арик, ставший лидером пиратов, в диалогах говорил, что они изменились и больше не представляют угрозы. Многие члены фракции были убиты или пали под натиском сил древних богов. В некоторых заданиях мы помогали скитальцам пустыни, хотя, казалось, еще недавно эти люди занимались тем, что воровали самый ценный ресурс пустыни у тех, кто в нем больше всего нуждался. Думаю, вскоре эта фракция либо окончательно исчезнет из карты Азерота, либо останется только в виде нескольких редких NPC. Нардскол – холодный северный континент. Даже до того, как началась Третья война, на этом континенте присутствовали люди. А если верить упоминанию из древней книги «День дракона», то до берегов Нардскола во время Второй войны умудрялись даже доплывать орки и эльфы. Правда, многие из них погибли, столкнувшись с невыносимыми холодами. Когда герои Орды и Альянса прибывают в Нардскол во время войны против Короля Лича, они обнаруживают очень необычное поселение и фракцию звероловов. Эти люди никогда не были ни в Калимдоре, ни в Восточных Королевствах. Они всегда жили на этом северном континенте. Поначалу Альянс, когда только осваивался в Нардсколе, пытался заручиться поддержкой местного населения, чтобы превратить их город в логистический хаб. Местные с большой неохотой далеко не сразу согласились помочь Альянсу. Но этому, казалось бы, прекрасному союзу вскоре пришел конец, так как вскрылся темный секрет этой деревни. Звероловы были членами культа Волка. На первый взгляд они люди, но в действительности они давно обращенные воргины. Однажды к ним с недобрыми вестями явился Аругал, который предложил им дьявольскую сделку. Жители столкнулись с моральной дилеммой. Они могут отказаться обращаться в воргинов, но это приведет к еще большим стычкам, заставит короля Лича опустошить деревню, и все, скорее всего, закончится тем, что жители будут обращены в нежить. С другой стороны, они могут потерять свою человечность, стать оборотнями, но сохранить свою жизнь и даже некоторую автономию. Среди двух этих отвратительных вариантов многие предпочли обратиться в воргинов. Те, кто отчаянно был против и первого, и второго вариантов, тоже были, но они были вынуждены бежать. К примеру, игроки Альянса могли встретить Сашу, которая пыталась отыскать свою пленную сестру. Между ней и ее схваченным односельчанином происходил диалог. Анатолий говорит: «Мы все закончим тем, что будем служить королю Личу, малыш. Лучше так, чем стать гнилым трупом». На это Саша отвечала: «Я бы лучше умерла, чем бы стала одной из вас. Вы все еще думаете, что вы люди? Нет, вы животные». Против сделки с Аругалом выступили рабочие одной из шахт. Однако им повезло куда меньше, чем Саше. Они были показательно убиты и обращены в нежить. Те звероловы, которые приняли предложение Аругала, стали скрытными слугами короля Лича. Да, они сохраняли какую-то автономию и не обязывались устраивать военные кампании против живых. Но в целом они были лояльны королю Личу и тайно ему помогали. Если бы секрет звероловов не вскрылся бы с помощью Саши, то Альянс мог бы попасть в серьезную передрягу, так как члены культа Волка нанесли бы удар по героям прямо в спину. Альянс надолго затаил обиду и годами припоминал это предательство. В книге «Исследование Азерота Нардскол» описывалось, как Бран Бронзоборот исследовал забытые уголки этого континента. В том числе он заглянул в места, где обитали звероловы. Он выражал презрение к местным и говорил, что ему безразлична их судьба. А также упоминал, что звероловы встретили его недружелюбно и намекнули на то, что они по-прежнему сохраняют свой изоляционизм. Больше никакой новой информации о этом дивном народе нет. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!